Это летний ЧБ IT. Рада тебя видеть. Начнем. Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 аккаунтов на YouTube. Привет всем. Очевидно совершенно из этой новости, что никто ничего разблокировать не будет. И YouTube, конечно, не прислушается к этим требованиям. Это, видимо, формируется повод для блокировки всей платформы на территории РФ. Ровно то же самое произошло раньше с Инстаграмом, с Фейсбуком, с LinkedIn вообще 10 лет назад. Как это повлияло на нашу жизнь айтишников, на жизнь программистов? Никак. Безусловно, это повлияло на жизнь блогеров, которые потеряли свой доход в Инстаграме когда-то, потеряли свой доход, может быть, в Фейсбуке. Но для нас, программистов, я ничего не ощутил. Я как Инстаграмом пользовался, так и пользуюсь. Я Фейсбуком как не пользовался, так и не пользуюсь. LinkedIn в последнее время стал пользоваться больше. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Давайте не с утилитарной точки зрения, что мы получим, какие у нас конкретные будут проблемы, а что вообще происходит. Почему так важен этот вопрос? Почему нам нужны эти 200 каналов? Почему YouTube так сосредоточен на этой проблеме? И почему они что-то блокируют? Хотя могли бы, в общем-то, игнорировать, поскольку, блокируя эти каналы, они тоже что-то теряют. Они теряют аудиторию, они теряют трафик, они теряют контент. Я понимаю, что идет столкновение двух больших идеологических платформ, режимов, государств, как хотите назовите. Западный мир и мир восточный. Я бы объединил их, эти восточные миры в один. Это и Российская Федерация, и Китай, который заблокировал вообще все подряд, что можно было заблокировать еще 20 лет назад. Ну, начал блокировки 20 лет назад, но сейчас, в настоящий момент, в Китае заблокировано и Википедия, и Google, и, конечно же, Facebook, и Instagram и так далее. Я даже прочитал недавно новость о том, что в Китае требуют от местных платформ, от местных блогеров блокировать контент и не публиковать контент, который, сформулирован это так, который призывает или популяризирует тягу к богатству и роскоши. Китай пытается некую философию сформулировать внутри информационного пространства. Не просто цензурой блокировать контент, который нарушает законодательство, а определенную философию, определенную мораль формулировать для блогеров и для платформ, для того, чтобы эта дисциплина, моральная дисциплина там присутствовала. С другой стороны, есть Америка, которая тоже формулирует некую мораль, тоже блокирует что-то. Например, она блокирует контент, который как-то подрывает их идеи о счастье. Например, недавно я слышал, что какой-то канал с иностранцами, которые на YouTube рассказывали о жизни в России. Показывали видео, рассказывали, как здесь хорошо, в разных городах, в разных местах. Им заблокировали этот канал. Это не Соловьев, это не шаман, который конкретно пропагандирует пророссийскую повестку. Это были люди, которые в туристическом формате рассказывали о том, где хорошо, где плохо. Америка борется за выживание себя как философии, себя как системы моральных ценностей. И можно их понять в этой борьбе. Россия борется за свои моральные ценности. И это здорово. Здорово, что эта борьба идет. Раньше, 20 лет назад, борьбы никакой не было. Была одна монополярная философия капитализма, философия западного мира. И она, конечно, имела свои достоинства, но она была одна. Сейчас у нас есть противостояние, есть борьба. Я с интересом наблюдаю за тем, что будет дальше. Интересно, кто победит. Интересно, в какую новую форму это трансформируется. Ну, давайте наблюдать. Хочу закончить такой мыслью. Каждому из нас пришло время принять решение, на какой стороне мы находимся. На одной философской модели, либо в другой. Либо вы с Востоком, либо вы с Западом. И определиться нужно как можно скорее. Вот эти две разные концепции, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы, между ними происходит столкновение. Выбирайте, где вы, что вам ближе. Очень интересно. Журнал Nature опубликовал статью физиков из России в Nature Physics только после удаления упоминания о работе в МФТИ. Ну, в этой новости много интересных аспектов. Давайте начнем с того, как эта борьба двух идеологий, о которой мы только что поговорили, как она начинает затрагивать
все сферы общественной жизни, и в том числе науку, и в том числе многие другие сферы, типа спорта, например, в котором тоже блокируют спортсменов, выступающих под российскими флагами, и не пускают их на олимпиады. Также и пытаются не пускать ученых для публикации в международных журналах. Я это расцениваю как крайне грубые, вульгарные и недостойные методы борьбы. Я понимаю, что борьба идет, я понимаю, что борьба необходима, как я только что сказал. Но методы ведения этой борьбы, они могут быть разные. Это выглядит как удар ниже пояса. Конкретного взять ученого, который никакого отношения к политике не имеет, который и не хочет иметь, может быть, к этому отношения. Он, может быть, средний обыватель, о котором мы только что поговорили. Но он не тот человек, который может повлиять на систему ценностей в обществе целиком. Он ученый, который работает над научными проблемами. Или он спортсмен, который хочет быстрее пробежать, выше прыгнуть, дальше проплыть. Бить по этим людям, это, на мой взгляд, недостойно. Это первая мысль. Вторая мысль, что нам делать с этим? Как нам бороться и что мы можем противопоставить этой агрессии? Расскажу тебе историю, как мы уже 4-й год проводим конференцию научную в России. Называется она ICCQ. Конференция, посвященная качеству программного кода. Она к политике никакого отношения не имеет. Мы ее проводим при поддержке IEEE. IEEE – это организация международного порядка, одна из двух крупнейших, есть ACM, есть IEEE, и мы получаем у нее статус поддержки для того, чтобы публиковать статьи, принятые на конференции, на их площадке. Если мы на их площадке публикуем, то мы получаем сразу доступ ко всем международным системам индексирования этих статей, и, конечно, к нам с удовольствием приходят авторы со всех стран. У нас каждый год к нам присылают статьи из самых разных стран мира, и те статьи, которые опубликованы, вы можете посмотреть на сайте, они в этом году были из Германии, из Турции, из Германии, из Испании и из России одна статья, и по-моему, из Франции. То есть самый разнообразный, так сказать, спектр географический. И это страны западного мира в том числе. Мы пришли к этой организации IEEE, как мы делали 3 года подряд. В этом году, в прошлом году, для получения статуса мы тоже к ним обратились, попросили дать нам статус поддержки. 3 года подряд до этого они давали. В этом году, в 24-м, они сначала отказали нам. По какой причине? Они сказали, у вас в списке спонсоров вашей конференции значится 2 террористические организации. Это Яндекс и МФТИ. Вот с таким ответом мы столкнулись. Что мы сделали в ответ? Мы убрали эти организации из списка спонсоров. Мы также трусливо поступили, как авторы этой статьи в Nature Physics. Они убрали упоминание об МФТИ и их статью опубликовали. Я считаю, что это поступок трусливый. Это и наш поступок, мы убрали упоминание, мы убрали этих 2 спонсоров, и нашу конференцию в итоге приняли, мы ее провели и собираемся проводить в следующем году. То есть мы подстраиваемся под конъюнктуру рынка. Есть санкции, есть требования этой организации, мы никуда деться не можем, поэтому мы соглашаемся. И они также согласились. Мы так и будем продолжать действовать. И мы, и спортсмены, которые выступают без флага, которые не ассоциируют себя с Россией, пока мы у себя не создадим такие организации. Пока этот Nature не станет одним из журналов. Сейчас Nature — это абсолютный лидер в научной среде. Каждый ученый мечтает опубликоваться в Nature. А где российский такой журнал или бриксовский такой журнал такого же уровня? Нужно над этим работать. Нужно думать о том, как сделать что-то подобное на нашей территории. Вот как эти спортивные игры дружбы, на которые вместо Олимпиады едут спортсмены из стран БРИКС. Что-то подобное нужно в научной среде создавать. Пока, к сожалению, я этого не вижу. Я вижу только наоборот тенденцию к закрытию границ и к идее о том, что у нас должны быть свои журналы, не просто пророссийские, а российские журналы, российские локации, где будут ученые российские публиковаться, а западный мир нам не нужен. Наоборот должно быть. Мы должны их привлекать сюда и разрешать иностранным ученым публиковаться у нас, приглашать их сюда, чтобы у нас вырос такой Nature, в
какой-то момент, может быть, через 20-30 лет. Мы сильно упустили время, конечно. Мы супер отстали. Мы 100 лет подряд работали на развитие этого Nature. Ученые из МФТИ, вот о которых идет речь, они отправили свою статью в Nature. Они помогают Nature стать еще более весомой площадкой для публикаций. Пока мы будем делать именно так, мы будем иметь такой контроль со стороны Nature в нашу сторону. Они что хотят, то в принципе и делают. Потому что они имеют абсолютно доминирующую позицию на рынке ученых, на рынке науки. Это, к сожалению, так, и нужно создавать что-то свое. Российские девелоперы потеряли доступ к документации из облака Autodesk. Очень жаль российских девелоперов. Я когда прочитал эту новость, я представил, какая это проблема. Девелоперы — это которые строят дома. Это люди, которые рисуют картинки, рисуют дизайн или архитектуру своих строений, и все это хранили в облаке. И вот им облако закрыли доступ, и больше они не могут скачать свои картинки. Это, я представляю, какая-то трагедия. Интересно другое. Компания Autodesk американская. Она, ссылаясь на американские санкции, требует от себя самой соблюдения санкций, и поэтому закрывает доступ россиянам. Но ведь так делают не все американские компании. Возьмите компанию Microsoft, которая владелец GitHub. GitHub не закрыт. GitHub не запрещает российским разработчикам хранить там свои данные. А Autodesk запрещает. Значит, это не санкции. Значит, это вопрос не законов. Это вопрос какого-то личного или корпоративного интереса людей, находящихся в каких-то определенных точках внутри Америки. Что это за люди? Очевидно, что это не коммерческие бизнес-интересы компании Autodesk. Потому что она теряет деньги. Если она блокирует российских девелоперов, то она получает меньше прибыли. То есть это не директор компании принял такое решение, не закон, который в Америке действует, заставил его принять такое решение, потому что мы понимаем, Microsoft такого не делает. Кто тогда? Кто повлиял на эту компанию? Кто эти люди, которым нужно, чтобы Autodesk блокировал Россию? Видимо, это какие-то силы, которые стоят на стороне инвесторов или владельцев этой компании. И им по какой-то причине выгодно или нужно сделать так, чтобы этот конфликт, это обострение, оно усиливалось между Россией и западным миром. Ну вот, надо понимать, что это определенная такая не борьба даже государств между собой, а каких-то сил, стоящих за государствами. Как в этом конкретном примере. Потому что здесь, если рассмотреть это решение, принимаемое Autodesk, оно не на уровнях бизнеса находится. Оно на каком-то другом уровне. Даже не на уровне государства, а на каком-то загосударственном уровне. Это какие-то люди, которые преследуют не интересы государства, не интересы бизнеса. А тогда какие интересы у них в их головах? На кого они работают? Вот. Ну и, конечно, грустно видеть, что так вот мы остаемся без важных ценных продуктов. Мы, конечно, попытаемся создать свой Autodesk. Мы, конечно, сделаем для этого все. Но это займет годы, это займет десятилетия, может быть, даже. Где-то я уже говорил о том, что ощущение такое, вот с чем можно сравнить эту ситуацию. Я так это чувствую, что мы как жена, которая много лет жила с мужем вместе с ним строила хозяйство, вместе вкладывалась в этот процесс. А потом в какой-то момент произошел развод, и ее выставили на улицу без денег, без профессии, без имущества. И она чувствует себя как минимум обманутой, потому что она вкладывалась в создание этого дома, этого бизнеса. Может быть, она помогала мужу. Конечно, она не играла лидирующую роль, как мы не играли лидирующую роль в создании Autodesk. Понятно, что его создавали американцы в основном. Но в целом IT-индустрию все-таки мы тоже строили. И мы строили, и индусы строили, и бразильцы строили. Все, кто в странах БРИКС, и те, которые пока еще не тотально под санкциями, но будут скоро все эти страны будут рано или поздно под санкциями. Мы все были той женой, которая вела хозяйство вместе с мужем, а теперь она на улице с 2 чемоданами, с 2 детьми. Вот что ей делать? Она, конечно, должна все построить заново, но сколько это займет времени, как долго мы будем этим заниматься? Очень грустно это наблюдать. Согласна. Сбер открыл доступ к российской среде разработки Giga IDE. Ну, это продолжает ту же тему. Продолжая тему этой обманутой жены, конечно, Сбер пытается сделать
как сказать, сделать альтернативу или сделать то, чего у нас, то, что мы потеряли с уходом JetBrains с российского рынка, с потенциальным уходом Microsoft с его VS-кодом. Мы это все, конечно, потеряем и ни с чем не останемся, поэтому Сбер делает эти попытки. Но у меня, это понятно, я одобряю, у меня нет другого варианта, что сказать. Ну, нужно что-то делать, потому что остаться без продуктов у нас нет варианта. Но интересно другое. Ну, во-первых, надо понимать, что этот Сбер IDE это просто JetBrains, продукт JetBrains. Это Community Edition JetBrains-овского IDE. Они просто его взяли, скопировали, поскольку он open source, что-то подклеили, поправили, вставили туда свои плагины. И называется это теперь новый продукт Сбер там, или Giga IDE. Это, конечно, надо понимать, что это не новая разработка, а просто копия существующего решения. У меня вопрос такой. А где вы в Сбере были 5 лет назад? Вот до СВО, до санкций, до того, как JetBrains ушел из России. Почему вы тогда не делали российский IDE? Почему вы тогда не инвестировали в стартапы, которые наверняка к вам приходили и говорили, дайте нам деньги, и мы создадим что-то новое, что-то похожее, что-то альтернативное. Вы сидели спокойно. Вы не вкладывались в эти направления, потому что не было давления сверху, не было приказа сверху строить свой IDE. Сейчас приказ сверху пришел, и Сбер занимается инновациями. Но инновации должны быть не такие. Инновации должны все-таки снизу идти, должны были быть... Раньше это нужно было делать. А сейчас это просто действительно импортозамещение, которое делается по приказу сверху. Я к чему? К тому, что сейчас по-прежнему есть у людей интересные идеи. У стартаперов, у разработчиков, у тех, кто хотят что-то новое сделать. Давайте их послушаем, дорогой Сбер, дорогие инвесторы в России. Давайте не делать только импортозамещение по приказу сверху. Только то, что понятно, что мы потеряли, давайте мы это будем строить. Давайте будем той самой брошенной женой, но поумнее. Давайте смотреть на шаг вперед. Не просто сейчас мне нужно срочно где-то жить, и поэтому я буду делать себе квартиру. Или строить себе квартиру. А подумайте, что вы будете делать через 5-10 лет. И в каком направлении нужно идти. Мне это очень напоминает ситуацию с AI, с искусственным интеллектом, с этими большими языковыми моделями. Никто толком не обращал на это внимания до 2022 года, когда появился ChatGPT. Были какие-то работы, мы на них никак не смотрели. Как только появился ChatGPT, бум, крик, срочно создавать AI-институты, AI-площадки, срочно инвестировать в AI, потому что вдруг AI оказался супер ценным, супер интересным направлением. А 3 года назад где вы были, когда не было ChatGPT? Почему тогда вы не создавали эти направления и не создавали институты, которые сосредоточены на AI? То же самое сейчас. Мы все дружно смотрим на AI, но чего-то мы упускаем. Есть какие-то новые направления, которыми занимаются те же самые американцы. Направления будущего, которые через 5, через 10 лет окажутся суперинтересными идеями. А мы продолжаем идти в хвосте. Мы просто копируем продукты чужие, потому что нам заставила нас судьба. Уже заставила. Уже мы пришли к ситуации, в которой санкции уже на пороге и что-то уже заблокировано. Давайте пересматривать саму идею внутри рынка. Идею, инвестиционный климат пересматривать. Делать так, чтобы новые идеи, появляющиеся здесь, они получали инвестиции. И не миллион рублей, как мы на прошлом подкасте разбирали, там кому-то дали 1 000 000 рублей инвестиций. А действительно интересные инвестиции, крупные инвестиции, которые бы позволяли здесь, на этом рынке, создавать решения не просто альтернативные, а другие. То, чего нет еще на американском рынке. Huawei представила свой собственный язык программирования Цханзи. Я хоть и работаю в Huawei, но на Цханзи я не писал. Я видел, как он выглядит, я знаю, как на нем выглядят программы, я понимаю его дизайн в общих словах. Это язык, похожий на Rust по своим идеям, строго типизированный, компилируемый и основанный на LLVM. А также для него есть своя виртуальная машина, которая тоже способна выполнять то, что на нем написано. Опять же, это... Понятное дело, это некая копия существующих языков с доделками, переработками, но это тоже некий ответ на санкционное давление. Куда деваться, мы его делаем. Проблема вот в чем, в этом конкретном проекте. Китайцы и в Huawei, не только в Huawei, ребята, которые
на мой взгляд, очень похожи на американцев в своем понимании мироустройства. Они думают, что кроме Китая на этой планете почти ничего нет. Есть Китай и есть какие-то колонии, леса, поля, где кто-то, может быть, и даже живет, на каких-то языках разговаривает, даже, может быть, у них есть компьютеры, но это все совершенно не принципиально. Также мыслят и мыслили американцы последние 100 лет. И этим они во многом себе заслужили тот успех, который у американцев есть. Именно такое отношение, именно благодаря такому отношению к окружающему миру, возможно, Америка и имеет то, что она имеет. Спросите у любого среднего американца, где находится Аргентина и на каком там языке разговаривают. Где находится Беларусь и на каком там языке разговаривают. Где находится Конго и там на каком языке разговаривают. Средний американец большинство этих названий просто не знает. Он не назовет вам, не ответит вам на эти вопросы. Средний китаец тоже не ответит вам на эти вопросы. Средний китаец тоже плохо понимает мировую географию, тоже плохо понимает мировое устройство. Средний китаец не знает слова YouTube. Я часто спрашиваю, будучи в Китае говорю им, что вот у нас есть там видео, которые там образовательные, про себя иногда рассказываю, я их выкладываю. Куда ты их выкладываешь? Я говорю, ну на YouTube. Куда? Они слово YouTube знают примерно так же, как мы знаем слово, ну там, насколько много вы знаете площадок в Китае, которые видеохостингом занимаются. 0. Мы не знаем, кто там, где в Китае посмотреть видео на китайском языке. Вот так же они не знают вообще практически ничего об окружающем мире. Создавая язык программирования, они той же философии придерживаются. Он во многом на китайском, документация у него на китайском, мануалы у него на китайском, перевод через кнопку Auto Translate. Понятно, что внедрять такое решение в мировой рынок будет крайне тяжело. И странно, что этого как будто бы не понимают авторы языка и те люди, которые вложили туда не $1 миллион. В моем понимании, разрабатывая новый язык программирования, ты начинаешь с создания экосистемы, начинаешь с создания комьюнити. Ты делаешь странички с кратким его описанием, начинаешь слушать комьюнити, привлекать программистов, слушать, как они реагируют на это. И тогда ты можешь ожидать, что это будет как-то принято программистами. Был пост на Hacker News от Цханзи, и там 40 лайков, и все комментарии, все об этом, о том, что все это на китайском, что нам с этим делать. Там нет даже много хейта, там нет критики, а вот люди просто сетуют на то, что я бы и рад попробовать, но как это все перевести, как я должен это пробовать, если все это очень закрыто. И это касается не только Huawei, это касается большого количества компаний внутри Китая, они все замкнуты на своем рынке, на своем этом языке, который, если даже люди, которые айтишники, которые должны быть international, которые должны быть open-minded, и они все равно вот делают такие решения, которые не open-minded совсем. NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире. Новость прекрасная, безусловно. Растет компания, мы можем только, наверное, радоваться за них, поскольку они делают те самые микропроцессоры, которые нужны нам для искусственного интеллекта и нужны были раньше для биткоина. Во многом NVIDIA выросла на буме криптовалют, когда все купили майнинговое оборудование на базе NVIDIA, и теперь на этом оборудовании успешно майнится биткоин. Теперь вторая волна NVIDIA успеха – это волна искусственного интеллекта. И мы во многом появлению ChatGPT обязаны этой самой NVIDIA. Без нее бы ничего не было. Остается только завидовать тем, кто 2 года назад купил акции этой NVIDIA. И теперь они выросли более чем в 10 раз, по-моему, в цене. То есть, если бы мы вложили 100 тысяч рублей 2 года назад, то у нас бы получился 1 000 000 рублей. И это, конечно, вызывает определенную зависть. Но мысль моя здесь вот в чем. Хорошо ли это, что есть у нас, что наше общество так организовано, что успех одной группы людей приводит к зависти, к ощущению зависти у всех остальных людей? И если посмотреть честно друг другу, заглянуть, каждый из зрителей заглянет себе в душу, то какие еще чувства там, кроме зависти, у вас могут быть, вот глядя на эту историю? То есть IT-индустрия, опять же, может быть, у меня такой слишком социалистический подход, но все равно я считаю, что все мы вместе работаем над созданием разного рода продуктов. Кто-то делает ChatGPT, кто-то NVIDIA, кто-то Autodesk, каждый занимается своим каким-то блоком.
И в какой-то момент одна из технологий оказывается более востребованной. Ну, условно говоря, у вас есть два завода. Один завод производит шапочки, а второй зонтики. И вот наступает дождливый год. И этот завод, который производит зонтики, становится в 10 раз богаче. Люди, работающие на этом заводе, становятся в 10 раз богаче, чем люди, которые производили шапочки. Хорошо ли это? Дает ли это мотивацию тем людям, которые делали шапочки, жить, трудиться, себя уважать, свой труд уважать, если они понимают, что от внешних обстоятельств, от неких условий, от некого стечения обстоятельств во многом зависит их благосостояние. Не от их честного труда, не от их энергии, от их трудолюбия, от их вкладов в общее дело, а потому что дождь пошел. А потому что ChatGPT придумали, и поэтому Nvidia взлетела. А потому что биткоин придумали, и поэтому Nvidia взлетела. Хорошо ли это, правильно ли это, что вот такое, ну, на мой взгляд, несправедливое распределение ресурсов происходит в обществе? Кроме зависти, ничего хорошего это не вызывает у людей. А раз это не вызывает никаких положительных эмоций, то это не созидает общество, а только его разрушает. Это появляются люди массово, которые недовольны своей жизнью, своей карьерой недовольны, своим жизненным планом своим недовольны. Значительно, мне кажется, комфортнее было бы, если бы было какое-то более равномерное распределение общих благ. У вас получилось, Nvidia стала очень полезна, ваши эти микропроцессоры стали очень нужны для общего дела. Ну и замечательно, ну давайте мы вам выдадим какую-то премию там, за изобретательство, какую-то премию. Но это не должно быть в десятки раз умножение вашего капитала, на мой взгляд, на пустом месте. Ну вот возьмите каждого конкретного сотрудника компании Nvidia, который там стейкхолдер, у которого были акции этой Nvidia, или просто владельца акций, который вообще ничего не делал для этого успеха. И он вдруг внезапно стал в 10 раз богаче. Ну, разве это правильно, что в обществе существуют эти вот биржи акций, биржи спекулянтов, на которых люди, не производя никакого дополнительного товара, вдруг становятся богаче? Это типа рулеток, типа казино, типа азартных игр. Я считаю, что это неэффективная такая формула организации социума. Вот на этом все. Но это очень глобальный вопрос. Очень глобальный. Он касается не только Nvidia, а он касается вообще всего. То есть ты поднимаешь тему справедливости в целом, как понятие философского. Такое впечатление. Именно так. Путин запретил тапать хомяка. Ну, еще один пример глобального казино, глобального такого, ну, обмана. Мы не знаем пока, во что этот хомяк выльется, но пока это все выглядит как еще один криптостартап, криптотокен, который можно заработать путем просто нажатия на кнопку на экране, и эти токены выдаются тому, кто нажал на кнопку, неким централизованным сервером, так я это понимаю, происходит, просто начисляются на ваши личные аккаунты, у вас растет количество этих циферок на экране, а потом вам кажется, что вы сможете эти цифры трансформировать в деньги. И как бы глупо это ни выглядело, как бы странно это ни выглядело, это вера людей, но она ничем не отличается от веры тех, кто покупал биткоин 10 лет назад. Биткоин тоже был таким же хомяком. Это тоже была какая-то ерунда цифровая, которую можно было, да, купить там за пару долларов этот каждый биткоин, а сейчас он стоит 65 тысяч долларов. Чем обусловлен этот рост? Почему из доллара мы превратились в 65 тысяч долларов? Мы выросли не как Nvidia в 10 раз, а мы выросли в 65 тысяч раз. Почему так не вырастет этот хомяк? Нет никаких ограничений на рынке, которые не контролируются. То есть, если на рынке нет контроля, если на рынке у нас правят законы рынка, и правят законы хаоса, правят законы большинства, куда большинство побежало, там и ценность создается, то, конечно, у нас будут появляться и биткоины, эти глобальные пирамиды, и всевозможные криптовалюты, и всевозможные эти хомяки, которые тоже являются ничем иным, чем просто глобальным надувательством. Его можно называть надувательством, а можно называть инструментом привлечения общественного внимания. И если все вместе туда смотрят, то почему это не должно стоить много? Если все вместе тапают этого хомяка, то почему он не должен стоить много? Давайте ему присвоим некую ценность. Я не против хомяка. Я против организации общества в таком формате, в котором правит хаос, правит рынок. А значит, правят люди, которые находятся в тени, находятся за
вне поля видимости и могут делать что угодно, в общем-то. И могут делать какие угодно дурацкие схемы типа этого хомяка или типа биткоина. Ну, биткоин может быть менее дурацкая схема, она вроде бы в себе некую технологию содержит внутри. Но все равно ее ценность, если так вот посмотреть по большому счету на планету Земля с точки зрения, не знаю, сотен лет, то если за этим биткоином не стоят люди, не стоит труд человеческий, то у него не должно быть ценности. Ценность должна быть у чего-то, во что вложен человеческий труд, во что вложена работа человека. И тогда это что-то виртуальное, даже если это виртуальное, типа цифрового рубля, допустим, или или типа просто рубля. У этой бумажки должна быть ценность, потому что кто-то поработал, потрудился и получил бумажку, так сказать, деперсонифицировал свой труд. И дальше с этой бумажкой можно пойти в любое место и там его девиртуализировать. Из обезличенной бумажки превратить ее в вполне конкретный чей-то труд и, допустим, купить за нее чашку кофе за эту бумажку. Но если никакой труд не стоит за этим биткоином или за этим хомяком, кроме нажатия на кнопку, то получается, что это совершенно выдуманная ценность, и ее наличие обуславливается только глупостью человека, только верой человека в какую-то ерунду. Но большинство людей готовы верить в ерунду. Большинство людей безграмотные, слабые, неорганизованные, бестолковые. Эта масса людей, она такова. И поэтому над этой массой людей должны находиться люди в меньшинстве. Это должно быть малое количество людей, и это малое количество людей должно нами управлять. А мы в массе своей должны признать, что если нам дать власть, если нам разрешить собой управлять, то мы будем тапать хомяка. Вот это будет наше занятие, это то, что мы хотим делать. Мы в массе. Anthropic запустил обновленную модель искусственного интеллекта Claude 3.5. Я поигрался с этой моделью, она действительно прикольная, работает, мне кажется, даже лучше, чем ChatGPT. Я даже на нее перешел. Я вам скажу, буквально пару дней назад, и я теперь ею пользуюсь, она бесплатная, и она, как ChatGPT, даже лучше. Но если посмотреть, кто это сделал, это Amazon 4 миллиарда долларов вложил, Google миллиард долларов вложил. То есть это не Anthropic какой-то там, а это люди из OpenAI, эти фаундеры этого Anthropic, это люди из OpenAI. И деньги Amazon и Google. То есть это попытка построить просто еще одно решение на рынке. Может быть, альтернативой OpenAI, может быть, просто еще одно. Я даже не уверен, что существует там какая-то прямо борьба этих решений. Я думаю, что это, скорее всего, какая-то одна группа людей, которые хотят развивать искусственный интеллект в этом направлении. Они просто создают ряд решений. У Google это будет Gemini, или как он правильно произносится, у OpenAI будет ChatGPT, у этих ребят будет свое решение, этот Claude и так далее. Создание на рынке большого количества решений. С какими целями? Можно сказать, может быть, с благими, для того, чтобы была конкуренция, для того, чтобы они друг у друга воровали секреты, и каждый боролся за свои собственные идеи, может быть, делать ставку на амбиции каждого конкретного ученого, на желание сделать лучше других, на соревновательность. И это должно привести, может быть, к общему большему результату. Наверное, так. Но просто к этой новости мой главный комментарий. Нужно понимать, что это не стартап, который с нуля создает что-то, а это взяли то, что было в OpenAI. Очень может быть, что просто сделали copy-paste, и им это разрешили сделать. И дальше стали идти в каком-то, может быть, чуть более своем направлении. И таких стартапов можно сделать еще 10. Если Amazon захочет, если Google захочет, то таких стартапов сделает 10 штук. Не если вы захотите, дорогие слушатели, а если захочет Amazon. Надо это понимать. В России запустили систему социального рейтинга, она называется «Мы». Я даже слышал, что планируют запустить сайт дейтинговый для знакомства, в котором будет учитываться, мы будем видеть человека. Кредитную историю. Да, мы будем видеть кредитную историю, мы будем видеть какие-то характеристики по человеку, оцифровку человека, его поведение, его предпочтения, его историю по его поведению в других системах, и потом будет матчиться и выбирать по подходящести. И я даже думал, что, может быть, Яндекс должен запустить
скорее всего, что-то типа дейтингового сайта, где бы можно было видеть в каком-то оцифрованном виде историю покупок человека, может быть, не детальную историю покупок, но какой-то там, не знаю, его показатель его покупаемости, то есть насколько он любит покупать какие товары, в какую сторону он смотрит, на какую сумму он покупает, историю его путешествий на Яндекс.Тревел, историю его такси, какой у него рейтинг, как он, не знаю, грубит таксистам или не грубит. И если все это вместе собрать и построить некий, может быть, график или какую-то суммарную цифру, то я, выбирая и листая это дейтинговое приложение, буду сразу видеть, с кем я имею дело. Это, с одной стороны, может звучать опасно и странно. Но с другой стороны, я свое мнение скажу на этот счет. Я думаю, что любые оцифровки и любая попытка объективизации нас, как живых существ, она правильная в общесоциальном смысле. Может быть, каждому из нас, индивидууму, это и покажется неэтично, да, что вот вместо меня цифра, вместо меня на работе, допустим, я уже не программист Егор, а я некий X28 с такими-то показателями. И, соответственно, меня можно поставить в такую-то группу, меня можно так-то премировать, меня можно так-то наказать, потому что я всего лишь строка в таблице с определенными показателями. Для меня лично это может быть некомфортно, но глядя целиком на коллектив или целиком на социум, на страну, на всех пользователей, допустим, Яндекса, это будет приводить, я думаю, к лучшим результатам, чем хаос, который основан на субъективности. Каждый из нас считает себя личностью, каждый из нас считает себя абсолютно субъектом, абсолютно чем-то новым, чем-то уникальным, чем-то неповторимым, хотя мы, по сути, очень легко повторимы. И появление больших языковых моделей еще больше доказывает, что мы просто коробки, которые натренированы, такие блэкбоксы, которые натренированы на определенные на возможность воспроизведения какого-то текста, совершения каких-то действий, но мы вполне себе похожи друг на друга очень сильно. И даже наши эмоции и чувства, они все повторяемые, они все примерно одинаковые у больших групп людей. Так что я за эти рейтинги, за цифровизацию. И если, так сказать, уже ближе к нам, к программистам, то я за то, чтобы внутри коллективов, внутри компаний менеджмент был на базе цифр, чтобы менеджмент использовал метрики в своих решениях, которые принимает. В оценке работников, в принятии решений, в решении, какой проект делать, какой не делать, кому премию давать, кому не давать, кому какие задачи давать. Это все должно быть основано на цифрах. Но это же может быть очень субъективно. Я думаю, что это как раз будет объективно. Это будет в больших цифрах, в больших масштабах, это даст объективность. В конкретном одном человеке это может дать некий перекос, это может дать, ну, сказать, потери некой объективности. Но если мыслить масштабами всего бизнеса, то я бы призывал любой бизнес, если бы ко мне пришел бизнес, например, на консультирование и спросил, как мне вот менеджмент мой исправить, я бы первое, что спросил, это какие вы используете метрики для управления людьми. И если ответ «мы никакие не используем метрики», то я бы начинал именно с этого, с введения метрик. И раз они вводят этот «мы», то вот пускай это будет первая метрика для нас, как для живых существ. Сюжет сериала «Черное зеркало» все ближе к реальности. Первый в России беспилотный трамвай выехал на улицы Москвы. Здорово. Прекрасно, что у нас появляются автономные трамваи. Я верю в этот проект значительно больше, чем в self-driving cars. То есть машины, которые сами ездят по улицам, я в них как-то верю поменьше. Я думаю, что они крайне не скоро появятся так сказать, в массовом использовании. А вот трамваи вполне себе. У него рельсы, у него очень понятные правила движения, у него правила дорожного движения для него тоже супер сокращенные. И мы прекрасно, как программисты, понимаем, по какой траектории он должен проехать. Это здорово. Тут даже ничего негативного не скажу. Единственный вопрос, который нас может интересовать, что делать с водителем трамвая. Если вчера это был человек, который, например, последние 20 лет занимался вождением трамвая, у него это хорошо получалось, он это умеет делать, куда его девать и что делать с этими профессиями. Я думаю, что, понятно, что тут ответ совершенно, наверное, очевиден, мы должны его переучить, мы должны его переквалифицировать. Думаю я, что из таких профессий нужно делать более гуманитарные профессии. Я думаю, что нас много сотен лет
нас, живых существ, тренировали быть роботами. Тренировали быть машинами, которые выполняют одни и те же более-менее сложные функции. Рождаемся, нас учат в школе, потом учат нас какой-то профессии определенной, и мы начинаем эту профессию выполнять. И большинство профессий, которые мы имеем сейчас, я не говорю о программистах, у программистов более такая сложная и творческая профессия, но водитель трамвая, продавец в магазине, может быть даже таксист, может быть даже врач какой-то низкой категории, который там терапевт, например. Огромное количество профессий – это люди, которые делают то, что робот может сделать за них и очень неплохо. То есть делают одни и те же вещи, одни и те же операции каждый день, одни и те же повторяющиеся действия. Например, вождение трамвая по определенным правилам. И это грустно, что мы как цивилизация, как человечество имеем такое большое количество биороботов. Фактически мы с вами это биороботы. Просто Масса. Биомасса, может быть, чуть грубовато, но каждый из нас это биоробот. Мы роботы по функциональному своему существу, а био по своему рождению. Мы рождаемся биологическими существами, а из нас делают роботов. Звучит жутко. Звучит жутко. Я думаю, что сейчас пришло время немного повернуться в обратную сторону, поскольку у нас уже искусственный интеллект и просто программирование пришло к такому уровню развития, на котором мы можем этот трамвай поручить все-таки роботу, настоящему роботу, не биороботу, а из биоробота сделать обратно биосущество. Например, дать ему возможность проявлять свои живые качества, доброту, человечность, эмпатию, способность сопереживать, сочувствовать. Ну, например, водитель трамвая может стать кондуктором, который ходит по трамваю и с каждым человеком может поддержать беседу, может кого-то, не знаю, какой-то билет продать, может спросить, удобно ли вам здесь сидеть, а может быть вам чай сделать, может быть вам, я не знаю, обнять вас и приголубить. Я утрирую в этом случае, но масса есть профессий, в которых эти человеческие качества могли бы быть проявлены, просто проявлены. Хорошо или плохо, но проявлены. И мы из роботов должны потихоньку становиться именно живыми существами. И творчество туда же. Ну и, безусловно, творчество, да. Запущена темная фабрика Xiaomi. Что за темная фабрика, Егор? Интересная новость. Я думаю, что не только Xiaomi запускает такие фабрики, но давайте на их примере рассмотрим. Они говорят в своем отчете, что они построили фабрику, вложив туда какие-то сотни миллионов, на которой будут производиться мобильные телефоны, и людей на этой фабрике нет совсем. То есть роботы, которые полностью в автоматизированном режиме, в автоматическом режиме, я не знаю, в полном вакууме, в отсутствии там, видимо, про вакуум я придумываю от себя, но в полной тишине и в полном, отсутствии какого-либо человеческого вмешательства будут производить один, если я правильно понял новость, один телефон в секунду. То есть каждую секунду будет выпускаться новый мобильный телефон. Это, конечно, здорово. Это, конечно, очень прикольно. И мы понимаем, что этот процесс не остановить. Это такой процесс, такой прогресс, даже не процесс, а прогресс не остановить. Людям хочется уменьшать количество людей, работающих на их предприятиях, вот этих роботов, биороботов, сокращать их количество и оставлять там только машины. Тут снова вопрос, чем будут заниматься люди и куда их девать. Но мы про это только что поговорили, про трамвай. Я думаю, что люди вот из биороботов станут обычными людьми. И это здорово. Это будут делать как капиталисты, так и социалисты. Как Китай, так и Америка будет делать точно такие же фабрики. Вопрос станет в другом. Что будут делать капиталисты с этими людьми, которых по-прежнему много, но они уже не биороботы, они просто био. То есть какое творчество им дать, какие профессии новые им создать, в котором бы человек перестал бы перекладывать коробки с места на место, а стал бы человеком. Вот куда его применить, его социальные качества, его качество живого существа. И что будут социалисты делать, то есть китайцы, опять же с этой огромной массой людей. Какие это будут два направления развития? И кто выдержит это? Кому будет легче? То ли перестроится человек. Да, кто из этих двух площадок, из этих двух режимов быстрее и качественнее сможет адаптировать этих людей под новые функции, под новую формулу жизни? Потому что это будет сложно. Человек, привыкший быть биороботом и привыкший так воспитывать детей в таком функциональном подходе, то есть просто будь роботом, и это даст тебе успех.
Не будь человечным, не будь добрым, не будь сочувствующим, не будь отзывчивым. Это все не принципиально. Ты можешь таким быть, но это, кроме как твоей жене там, или мужу, это мало интересно. А будь функцией. Будь эффективной функцией. Приходи на работу вовремя, выполняй вовремя свои задачи, закрывай вовремя свои отчеты и получай вовремя свои деньги. Это залог твоего успеха. А если эти все функции убрали у нас, если мне больше не нужно ходить на работу вовремя и рулить этим трамваем, и начинают меня оценивать по-другому, сколько жалоб на тебя пришло, насколько любят тебя окружающие люди, насколько они тебя считают добрым человеком. Надо и заново людей учить, детей, и по-другому строить образование, по-другому строить воспитание. Перестройка всего общества. Видимо, нас ждет перестройка всего общества. Гуманитарная перестройка. В соответствии с социальным рейтингом «мы». Точно. Microsoft расформировала команду, отвечающую за разнообразие, равенство и инклюзивность. Интересная новость. Я с разных точек зрения на нее давайте посмотрим. Но первое, что мне бросается в глаза, я думаю, что это связано с приближающимися выборами в Америке. Это моя спекуляция и конспирология. Я думаю, что они понимают, что к власти придут республиканцы, а не демократы. Придет Трамп условный, если это будет Трамп. И они пытаются подстроиться под новую грядущую повестку. Это моя догадка, что они как бы уже заранее пытаются себя немного делиберализацию устроить себе. Потому что все эти отделы по равенству и инклюзивности, это, конечно, веяние либеральных сил в Америке. И если от них отмежевываться, то вот это хороший первый сигнал, хороший первый такой флажочек. Показать, смотрите, мы вот не либералы, мы больше или не настолько либералы, как были вчера. Ну, а если по сути говорить, то как я отношусь к этому вообще, в принципе, отделу или, в принципе, движению за инклюзивность, за равенство, я думаю, что проблема, безусловно, есть. Безусловно, мы живые люди, мы все-таки не совсем роботы, мы биороботы, и поэтому нам свойственна определенная ксенофобия, нам свойственны определенные предубеждения, нам свойственны определенные предрассудки. Мы иначе не можем. Мы не роботы все-таки. В нас есть эмоциональная составляющая. И если мне условно, ну я не знаю, там, темнокожий, например, в Америке там, дважды украдет мою машину, и я пойму, что это был темнокожий, например, то у меня возникает какой-то расизм определенный. Это нужно быть очень высокоразвитым существом, очень в таком дзене пребывать, очень быть сбалансированным и очень умным человеком, чтобы сказать, дело здесь не в цвете его кожи, и в принципе это никак не связано, и никакой расизм не пройдет, я не расист, и я не буду из этих двух индивидуальных таких выделенных случаев делать выводы в целом там, о темнокожей расе. Это неправильно. Сколько человек может быть настолько осознанными и настолько внутренне сбалансированными? Ну, единицы, может быть, даже какие-то доли процентов. В основном мы люди, которые легко сваливаются в обобщение. Меня там женщина подрезала на светофоре один раз и второй раз подрезала. Все женщины не умеют ездить за рулем. Это очень легко в это обобщение спрыгнуть. Хотя это очень может не быть никакого под этим, совершенно никакого фактажа мне не нужно для этого. Не мне лично, а среднему человеку. Он не будет проводить исследования, он не будет читать исследования в интернете. А как же на самом деле женщины водят автомобиль? А действительно ли они чаще подрезают на светофоре, чем мужчины? Никто так глубоко копать не будет. Просто быстро. То есть, я к чему это все рассказываю? Что эта проблема, она неизлечима. Или тяжело излечима. Она есть, наши предубеждения существуют, и всякие расизмы, сексизмы и так далее существуют. Как с этим бороться? Вот вопрос. Это главный вопрос. Они борются как? Они борются квотами. Они говорят, нужно, чтобы у нас в компании было среди программистов 50% женщин, 50% мужчин. Среди тестировщиков 50% темнокожих, 50% белых и так далее. И если у нас нет такого процента, значит, будем за этот процент бороться. И я думаю, что это исключительно контрпродуктивно. Это не ведет к решению проблемы, а это ведет только лишь к ее обострению. Мы лишь
фокусируемся на ней, не давая на самом деле настоящего решения, и обостряем ее, оставляя ее постоянно в повестке новостной. Постоянно мы ее мусолим, постоянно мы ее актуализируем, эту проблему, но решения не получаем. Потому что это странно, как квотами можно решить эту ситуацию. Потому что во многом эти все дисбалансы в обществе, они обусловлены не только нашими предубеждениями, не только нашими измами, вот этими сексизмами и расизмами, а во многом совершенно объективными природными факторами. Совершенно объективно, природно, женщинам меньше нравится такой-то вид деятельности, а мужчинам такой-то вид деятельности. И как-то общество держится на каких-то определенных диспропорциях, в каких-то определенных областях кто-то доминирует, кто-то в меньшинстве находится. Плохо, когда не позволяют человеку из меньшинства попасть в большинство. Допустим, женщина хочет стать, не знаю, из тестировщика хочет стать программистом. Вот она работает тестировщиком, она приходит к своему менеджеру и говорит: а я бы хотела на позицию программиста попробоваться, потому что я считаю себя достаточно уже компетентной. Вот в этом случае ограничивать ее желание, это, конечно, то, с чем нужно бороться. Но если она уже работает тестировщиком и говорить ей: у нас тут квоты, поэтому давай-ка, дорогуша, собирай вещи, и мы тебя в программисты. Это только вызывает будет вызывать только контрреакцию у всех остальных присутствующих и всех наблюдающих за этой ситуацией. Если говорить конструктивно, какое бы я решение предложил? Как решать проблему, допустим, вот этих вот диспропорций в коллективе? Нужно наказывать за дискриминацию. То есть нужно вылавливать ситуации, в которых эта самая тестировщица не может попасть в программисты. Когда ей каким-то образом к ней применяют какой-то сексизм какой-то. Начальник, допустим, как-то не дает ей возможности стать программистом, потому что он считает, что все женщины программисты, а они, например, глупые. К примеру. Как все женщины подрезают на перекрестке, так он думает то же самое про всех женщин-программистов. Нужно фиксировать такое количество нарушений. И по количеству этих нарушений дальше делать выводы о том, хорошо мы работаем, действительно ли у нас равенство и инклюзивность, или у нас есть недостатки. Фиксировать нарушения, то ли публично, то ли анонимно, то ли создавать какие-то комитеты по фиксированию нарушений. Не квоты, а именно нарушения. Не требовать от женщин или от темнокожих американцев становиться в такие-то позиции в компании. Потому что, может быть, им это просто не хочется этого делать, потому что у них другие планы. А находить те ситуации, в которых у них не получается сделать то, что они хотят. Дать им возможность анонимно, может быть, рапортовать о таких случаях, проводить инвестигейшены и публиковать такую статистику. Может быть, даже это делать на уровне государства. То есть человек работает в фирме Google, например, там девчонка какая-то, которую ущемляют, и она пишет письмо на какой-то общий ресурс, на какой-то там сайт, где она заявляет о том, что менеджер такой-то по имени такой-то не позволяет мне сделать вот это, я считаю, что это там сексизм, разберитесь. Какая-то комиссия разбирается и выявляет, это было так или это было не так, может быть, она надумала себе, а может быть и нет, и фиксирует, что у фирмы Google, например, в этом году было там 25 нарушений или 250, а в прошлом году было 500. Значит, их стало меньше. Замечательно, фирма Google молодец, идет в правильном направлении. Как она будет устранять эти нарушения, это уже вопрос фирме Google. То есть, либо она будет обучать сотрудников, либо она им будет проводить какие-то тренинги, рассказы. Какая-то борьба вот с этой вот предрассудками. Как у людей искореняют излишнюю религиозность, допустим. Образованием. Рассказывают им о том, что верить во все подряд, наверное, не стоит. Иметь какой-то определенный религиозный оттенок, наверное, это окей. Но если ты совершенно сумасшедший и думаешь, что дождь идет, потому что ты помолился с утра, наверное, тебя нужно обучить, рассказать тебе первый курс первого класса о природоведении, почему идет дождь и почему гроза. Но если ты этого не знаешь, то ты будешь верить во что-то другое. Вот так я думаю. Возвращаясь на начало этой новости, я думаю, что это разогретая была повестка. И если сейчас Microsoft убирает это, то, возможно, они идут в сторону делиберализации общества, то есть снижают градус этой тематики. Если другие компании пойдут за ними, то значит для нас это сигнал о том, что общество решили они там в Америке, конечно, это не решение Microsoft, это решение над Microsoft было принято. Значит, они всем обществом идут в сторону снижения градуса. О чем это говорит?
Может быть, это о каком-то в перспективе, о каком-то, может быть, потеплении между там, миром Запада и миром Востока, миром либералов и миром консерваторов. Но дело в том, что это не первый кейс. Подобные отделы расформировали и в Диснее, отвечающий за контент именно по разнообразию. А до этого еще Victoria's Secret сделали коллекцию инклюзивную, где были разные расы и разные возможности у моделей, и у них упали очень сильно продажи. Поэтому это скорее, вот этот кейс, это скорее следствие, это совершенно не первый пример. Может быть, в этом направлении все и идет. Снижают эту повестку, убирают эту тему из повестки потихоньку. Но это, конечно же, не бизнес-интересы, это не делает одна компания, это никак не связано с прибыльностью или неприбыльностью, это аналогия с Autodesk. Это не менеджер Microsoft принял решение, это силы, которые находятся над компанией. Потому что эти отделы, они не построены были там, потому что Microsoft очень важно, сколько у них темнокожих американцев работает на роли программиста. Это вообще не принципиально для Microsoft как бизнеса. Это силы, которые хотят, чтобы в обществе была определенная тематика для чего-то. И теперь эти силы, видимо, разворачиваются в другую сторону. Почему? Можем только догадываться. Будем наблюдать. Последняя новость, которая касается каждого. Печенье растет в цене. Да, новость мне прислали в телеграм-канале. Спасибо тому, кто прислал. Действительно, есть такая проблема. Инфляция, она за последние полгода увеличилась в России. Она больше 8% сейчас составляет. Печенье растет в цене, продукты, товары народного потребления. В основном почему-то продукты питания и вот печенье в том числе. Думается мне, что это можно, конечно, объяснить инфляцию классическим объяснением, сказать, что у людей много спроса, а предложения на рынке недостаточное. То есть печенья мало, а люди хотят покупать его больше. И поэтому цена поднимается. Все бы это было так, если бы у нас был рынок прозрачный и в нем не было бы главного третьего игрока. У нас есть продавцы, есть покупатели, но есть еще государство. Есть еще силы, которые не производят, не покупают, а лишь на этот рынок оказывают какое-то влияние. Печатают деньги, например, выдают кредиты, забирают у людей деньги на депозиты. То есть занимаются, в общем-то, делом, которое мало приводит к чему-то полезному, а больше являются нахлебниками, больше являются эксплуататорами нас, рабочего класса. Думаю я, что вы как слушатели с этим мало что можем сделать. Мы мало как можем на это повлиять, мы можем только смотреть и я вас призываю на этой новости подумать о том, что могло бы быть значительно хуже. У вас тут печенье в цене на 7% поднялось, а вы вернитесь мыслями в 90-е годы, когда людям просто зарплату не платили. Не то, что у них печенье было дорогое, а у них просто зарплаты не было. Или была зарплата у профессора математики, он на эту зарплату мог купить 3 килограмма мяса за месяц. И люди просто не получали денег, они не знали, как себя накормить. А у нас печенье падает, печенье дорожает. Зажрались, мы, я бы так сказал. Нужно понимать, что геополитические процессы, которые происходят, они очень напряженные сейчас. И они, наверное, в последнюю очередь учитывают интересы каждого конкретного человека. Им, в общем-то, наплевать. Они, я имею в виду процессы, они посвящены в основном борьбе этих двух режимов, о которых мы говорили. И то, что инфляция в этой конкретно взятой стране сейчас у нас 8%, а была 4% в прошлом году, это как мелкий дождик. Вот я об этом. То есть радуйтесь, что это не 80% и не 800%, которые могли бы быть, учитывая геополитическую ситуацию, учитывая те уровни и сложности конфликтов, которые происходят на мировой арене. Так что, завершая этот выпуск, хочу вам пожелать больше оптимизма в том, что вы видите вокруг. Даже не только оптимизма, а может быть пофигизма, больше даже такое слово подобрать сюда подходит. Смотрите на это все, понимая, что это мелочи по сравнению с тем, что могло бы быть, учитывая
сложность тех процессов, которые происходят. Это мелочи по сравнению с тем, что будет. А может быть и так. Все, спасибо большое. На этом все. Пока. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Егор. До встречи.